Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда всякий из нас попадает по завершению своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы узнаем, как можно помочь нашим усопшим родным, близким и любимым в их удивительном посмертном путешествии. Ознакомимся с конкретными способами такой помощи и осознаем, насколько это на самом деле легко и приятно. То, что жизнь продолжается после гибели физического тела, давно и уверенно доказанный факт. Это знание оставлено тысячами авторов, в тысячах томов литературы, выводов научных и медицинских исследований, отчетов об околосмертных переживаниях, внетелесных опытов, спиритической коммуникации, инструментальной транскоммуникации или ИТК и многих других источниках. Ссылки на эти доказательные материалы я собрал для вас и разместил в наших книгах «Жизнь после жизни есть, я знаю» и здесь, в разделе о канале и на вкладке «Сообщество». Причины, по которым это невероятное и освобождающее от страхов, горя и печалей знание отрицается со стороны науки, крупных бизнесменов, мировых властей и так называемых скептиков и атеистов, я уже озвучил ранее, в другом видео. Чтобы получить системные, комплексные знания и их уже упомянутое положительное влияние, а также неколебимую уверенность в продолжении жизни после смерти биологического тела, посмотрите его, как и весь наш потусторонний курс целиком. Когда-нибудь человечество перестанет отрицать очевидное и откроет двери в духовный мир, войдя в новую, более счастливую эру. Пусть даже на это и понадобится несколько тысячелетий, но то, что это случится, нет никаких сомнений. А пока критически важно перестать тратить время и энергию на сомнения, поиски новых доказательств, бесконечную борьбу с отрицающими и попытки переубедить их, а вместо этого направить время, энергию и усилия на реальную помощь нашим усопшим родным и любимым. Как это можно сделать? Невероятно просто. Вы даже удивитесь, насколько легко помогать близким в их новой жизни. Насколько это эффективно и действенно, как для них, так и для вас самих. А самое главное, какое утешение, удовольствие и счастье это приносит. И даже более того, возвращается сторицей. Хоть желание что-либо получать в ответ от тех, кому помогаешь, и не должно быть катализатором какого-либо намерения и этой самой помощи, но то, что все возвращается, это абсолютный, непреложный и проверенный факт. Так устроен мир. Так действуют его основополагающие законы, которые пока, быть может, и не описаны теоремами на бумаге, но совершенно точно существуют, ощущаются и считываются интуитивно. Наши ушедшие на ту сторону родные и любимые видят и слышат нас. Как мы уже разобрали ранее, это осуществляется посредством телепатической связи между сознаниями или духами. Например, наши добрые молитвы, исполненные любви и позитива, дарят им покой, радость и удовлетворение. Они обволакивают их своеобразной защитной пленкой, призывают к ним существ света, которые, в свою очередь, оказывают им помощь в освоении и деятельности в так называемом загробном мире. Отсюда и вытекает первый способ оказания эффективной и элементарной помощи нашим любимым. Любой может помолиться. Для этого не надо идти в церковь, тратить деньги, учить какие-то особые тексты, производить какие-то специальные обряды. Достаточно просто сосредоточиться на образе близкого человека, отправить ему всю свою любовь, мысленно или вслух обратиться к Богу, ангелам, наставникам, прочим духовным друзьям и попросить их о помощи, заступничестве и поддержке.
Давайте потренируемся. Сделайте это сразу, как только досмотрите видео до конца. По завершении просмотра перемотайте обратно к этому моменту и по шагам пройдите то, о чем я сейчас скажу. Приступим. Вспомните о своих, уже пребывающих на том свете родных и любимых. Представьте их образ. Сосредоточьтесь на нем в мельчайших деталях. Видите? Вот же они, стоят перед вами, живые, сияют золотым светом. Они молоды и здоровы, они счастливы, они улыбаются, они любят вас. До вас доносятся такие привычные и любимые запахи их тел. Вы ощущаете их позитив и радость, устремленные к вам. Почувствуйте эти энергии, которые они посылают вам. Ощутите их, впитайте их в себя. Улыбнитесь любимым в ответ. А теперь сконцентрируйте в своем сердце розовое облачко любви. Вот оно, уже появилось в вашей груди. Сначала едва заметное, но с каждой секундой все более четкое и реальное. Медленно начинайте увеличивать его в размерах. Пусть оно заполнит собою все ваше существо и лучится розовым светом за его пределы. А теперь выпустите его наружу и отправьте навстречу родным. Пусть оно достигнет их и с головой накроет теплом, любовью и исключительно позитивными эмоциями. Своими словами попросите высшие силы защитить ваших любимых, подарить им радость, счастье, всю красоту и все наслаждения самых великолепных райских духовных сфер. Вы сразу ощутите волну радости, утешения и тепла, которая немедленно вернется вам обратно. Почувствуете нашествие мурашек по всему телу и исполнитесь умиротворением. Это и есть ответ вам из духовного мира. Ответ четкий, явный и понятный. Перейдем к следующему способу помощи. Чтобы продуктивно помочь усопшим, необходимо и даже критически важно отказаться от погружения в негативную энергию горя, отчаяния, депрессии и безнадежности из-за их утраты. Эти низковибрационные эманации очень сильно вредят как живущим, так и перешедшим на тот свет. Подробнее о вреде горя живущего на жизнь усопшего мы тоже говорим в отдельном видео. Не забудьте его посмотреть, чтобы лучше разобраться в этом вопросе и получить эти краеугольные знания. Печаль, как и любая другая мысль, передается между близкими душами. А поскольку запредельный мир – это мир мысли, который не ограничивается физической оболочкой, то там она имеет силу гораздо большую, чем на Земле. В потустороннем мире, в силу действия естественных законов мироздания, все гипертрофируется, умножается и прирастает по сравнению с земной реальностью. Свет прирастает светом, тьма тьмою, красота красотою, пустота пустотою. Темные мысли живущих, словно ледяные иглы, сильно ранят усопших, нарушают их покой и погружают их в ямы мрака, закрывают от оставшихся жить родных и мешают быть рядом, создают помехи для связи. А отказ от таких мыслей, железная уверенность в продолжении их жизни после телесной смерти и сосредоточение на радости ожидания предстоящей встречи по завершении земной командировки, наоборот, рассеивают мрак, наполняют развоплощенные души счастьем, вдохновением и любовью, создают для них дополнительные инструменты и возможности творения самых лучших, красивых и изобильных миров и реальностей и постоянного проживания в них. Следующий действенный способ помощи отшедшим в их новой жизни – это обычная память. Мы помогаем умершим даже тогда, когда просто помним о них. Когда отказываемся от глупых советов и рекомендаций врачей и представителей материалистического общества не сосредотачиваться на мертвых, отпустить и забыть их, выкинуть все их вещи, убрать фотографии из глаз, поедать горстями транквилизаторы и антидепрессанты, как можно скорее найти себе новые отношения, если речь идет о вдовах и вдовцах, и родить новых детей, если о матерях и отцах.
Память продолжает наши отношения с отшедшими, даже через завесу между мирами. А рано или поздно эта завеса падет, и отношения продолжатся уже на одном уровне бытия. Очень важно, чтобы эта долгожданная и радостная встреча не была омрачена ошибками хождения на поводу у тех, кто ничего не знает о духовном мире и продолжении жизни за пределами физического. Еще один эффективный и простой способ помощи усопшим – жить полноценной, деятельной жизнью, несмотря на любые неприятности, несмотря на разлуку, на выпадающие испытания и невзгоды. Помогать окружающим, распространять вокруг себя добро и каждый день делать земной мир лучше, пусть и на крошечную капельку. Все это становится поводом к невероятной гордости наших родных и близких, их росту и развитию. Ведь наша работа в плотных мирах, а вообще-то, как и в любых других мирах, всегда командная. И поступки, действия и достижения одного всегда и во всех случаях влияют на другие души, входящие в так называемый ближний круг. Не думайте, что оставшись здесь после ухода любимого человека, вы никак не влияете на него, уровень его развития и его заслуги, и все, что вам осталось, лишь горевать, лить слезы и бездеятельно, в муках и страданиях, ожидать собственного конца. Еще как влияете! Своими делами вы в прямом смысле слова оказываете прямое же и непосредственное влияние на всех, с кем связаны узами искренней и взаимной любви. В этом, кстати, и заключен смысл избитой фразы «живи за двоих», которую все повторяют, но никто ее не понимает. Живите полной жизнью и употребляйте ее по максимуму. Используйте любую возможность для увеличения количества знаний, опыта, любви, добра и света в своей душе, а значит и в душах ваших близких. Ушедшие будут в полной безопасности, спокойные и знающие, что и с вами все в порядке, что вы уже отреклись от дорог зла и тропинок равнодушия, и за вас не надо переживать. А когда вы вернетесь в наш общий духовный дом, то сделайте это под раскаты мощных аплодисментов ваших дорогих встречающих. Оказывая такую помощь, о которой я рассказал, вы запускаете волны любви, цепные реакции света и добра. Научившись запускать такие волны в сторону потустороннего мира и своих усопших родных, вы неизменно придете к желанию делать то же самое и в отношении живущих. Два мира, физический и духовный, сосуществуют вместе, совсем рядом, в одной мысли друг от друга. Они зависят друг от друга. Один влияет на другой и наоборот. И оба они изначально, базово и фундаментально созданы добрыми, светлыми и позитивными. Чтобы убедиться в этом, даже не нужны никакие сложные доказательства. Свет всегда сильнее тьмы. Он всегда рассеивает и побеждает ее. Это неизменная основа и самая главная константа мироздания. Свет всегда сильнее тьмы, а олицетворяющее его добро всегда сильнее зла. Только сами люди забывают об этом и позволяют тьме распространяться, а злу торжествовать. Но только же и от самих людей, проживающих в этих мирах, от того, включат ли они фонарик, рассеивающий тьму, или нет, зависит, каким будет это проживание – райским или адским. Добро, любовь и взаимопомощь создают и определяют первое. Зло, жестокость и равнодушие – второе. Как по мне, уверены вы согласитесь с этим, выбор между онами двумя очевиден. И вовсе не потому, что за обратное якобы можно попасть в ад, и этот страх вынуждает делать такой выбор, а просто потому, что это правильно и соответствует изначальному фундаменту. Так все устроено, и так все должно быть. Это заложено в наши души с их рождением. Осталось только вспомнить об этом и позволить добру внутри нас расти, множиться и распространяться вокруг огромными волнами тепла, любви и света.
к собственному благу, к благу наших уже отживших свой физический отрезок любимых и ко благу всех живых существ нашей прекрасной и разумной Вселенной. На сегодня все, дорогие друзья. Жду вас на следующей лекции послезавтра, в ходе которой расскажу вам удивительную и невероятную историю прославленного психиатра, которая доказала жизнь после смерти и оставила для потомков огромное количество утешительных и освобождающих знаний о потустороннем мире. А пока прощаюсь с вами, до новой встречи. Всего вам самого лучшего, прекрасного и замечательного.